Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я вам предлагаю рассмотреть механизм глобальной катастрофы 17 века. Да, действительно, в середине 17 века произошла глобальная катастрофа, и в этом видео я хочу рассмотреть ее механизм и показать не только простому человеку, но и тем, кто будет изучать этот вопрос, что катастрофа не просто была, ну и все исследователи не хотят замечать именно такого глобального слона. Все вокруг ходят, ищут какие-то факты, а вот слона все заметить не могут. А этот слон как раз на ваших экранах. Имеется в виду целый континент. То есть на картах прошлого до середины 17 века существует легендарный континент Даария. Легендарный, он дважды, можно сказать, легендарный, это северная прародина человечества. Плюс он уже не раз поднимался из воды и участвовал в катастрофах прошлого. Затопление Даарии и привело к новой глобальной катастрофе, которая затронула весь мир. Ну, не только люди, но и исследователи не хотят замечать этого глобального фактора, потому что перед вами как раз все участники этой катастрофы. Красными стрелками обозначил как раз Даарию. Вторая красная стрелка — это магнитный полюс, северный того времени. А зеленой стрелкой я обозначил долину пирамид императоров на современной Чукотке, которая удерживала как раз северный магнитный полюс. И этот северный магнитный полюс, благодаря своим энергиям, благодаря своим перераспределению водных потоков под землей, и обеспечил сначала подъем этой Даарии из глубин, а затем заякорение всего этого континента, чтобы он снова не погрузился. Но источником всего была долина пирамид, которая и находится сегодня на современной Чукотке. Почему я это говорю? Потому что я этот вопрос изучал. Перед вами самая поздняя карта, которую мне удалось найти. То есть это примерно 1630-1632 год. А самая ранняя карта, на которых Даария существует, это глобус Бихаима Мартина, 1492 год. То есть могут ли десятки картографов ошибаться, размещая целый континент, которого у нас сегодня нет? Это вопрос к вам, потому что я рассматривал это десятки карт. И это не просто какая-то одна-две, это просто десятки карт на протяжении, как вы видите, минимум где-то 140 лет. То есть 140 лет они глобально ошибались, потом прозрели, говорим, ну зачем же мы целый континент рисуем? Не надо его рисовать, его нету. И описали даже, кто там живет, кто там поселился. А нам теперь понятно, что этот континент сначала подняли, а потом вследствие удара он опять погрузился в воду и стал опять причиной глобальной катастрофы, которая затронула и уничтожила фактически тот мир. Да, это было фактически даже меньше 400 лет назад. А это все объясняет, в том числе объясняет так называемый малый ледниковый период. То есть это редкостные метеорологические явления, которые вдруг ниоткуда-то появились, начали охватывать большие территории, достигли своего апогея где-то в 15-17 веках, ниоткуда взялись и никуда пошли. Но если, например, все это началось с 12 века примерно, то как раз вот эта красная стрелка вверху и показывает, что причиной стал процесс подъема этого континента Даарии из глубины. А уже вторая красная стрелка — это примерно середина где-то 17 века, как раз новая волна этих редкостных метеорологических явлений как раз стала причиной того, что этот континент опять же утонул, произошел глобальный потоп, сместился северный магнитный полюс, и все это опять же привело к так называемому малому ледниковому периоду. То есть новый континент, он же старый, объясняет многие факторы, которые были и влияли на всю нашу природу на протяжении сотен лет. И мало того, что они продолжают влиять и сегодня. Вот же в чем суть. Вы увидите, что эти же факторы влияют на изменение нашей погоды и сегодня. Так, перед вами как раз каркас Земли, силовой, то есть так называемые места силы. Во всех этих ключевых точках существуют и были построены нашими предками пирамиды. Как раз для работы с энергиями Земли, самой чистой энергией,
Плюс, как раз она использовалась для того, чтобы и защищать эти территории, даже поднимать старые континенты из-под воды. Точка 5, красная стрелка, обозначена как раз точка силы в районе Чукотки, там где и стоит эта долина пирамид. Ну, например, точка 4 это так называемые китайские пирамиды, точка 3 это город Омск, а точка 2 это, например, долина пирамид где-то предположительно в Крыму. То есть нам интересно сейчас точка 5. Почему? Потому что там, в этой точке 5, по картам, опять же карты 16 века, 17, стояла долина пирамид императоров Тартарии, хотя эти горы назывались Алтайские. Но это точка 5 как бы силовых линий Земли. Перед вами карта Келлера 1590 года. Но на этой карте есть ориентиры, например, остатки той же реки, которая сейчас фактически не существует. Ну, можно сказать, она существует только в очертаниях. Река прошлого, конечно, была намного полноводнее. Сейчас это просто жалкие остатки, но очертания остались. Именно благодаря этим очертаниям, этим ориентирам в нашем мире я нашел эту легендарную родину Тартар и монгол и ту же долину пирамид. Как я это сделал? Я просто взял современную карту Google и посмотрел. Вот красная стрелка, это очертание той реки, что осталось. Озера уже нет, оно уже пропало. И вторая красная стрелка, очертания того же острова. То есть очертания остались и на тех же картах древности они присутствуют. И хоть долина пирамид тоже исчезла в 17 веке со всех карт, но современные карты показали, что она присутствует. Как я ее нашел? Очень просто. Я обратил внимание на вот эту вороночку, что ниже. И она диаметром 11 километров. То есть на картах до 17 века такой воронки не было. Сейчас же она появилась. То есть и диаметр этой воронки говорит о том, что для того, чтобы ее сделать, нужно произвести энергетический взрыв примерно 110 мегатонн. То есть в 2 раза больше, чем максимальная бомба, которая была испытана при СССР. Вот, например, царь-бомба оставляет воронку диаметром примерно 5 километров. Мы имеем примерно 11 километров. Плюс нам известно, что царь-бомба была взорвана всего лишь в половину своей мощности. Побоялись взрывать вот эти 100-110 мегатонн. То есть можно сказать, что наша цивилизация достигла подобного уровня оружия примерно в 20 веке снова. То есть, а то, что предыдущие цивилизации обладали этими возможностями, я тоже показывал много видео, где мы видим там и ракетное оружие, и летающие объекты во множестве, и даже роботы, которые современнее наших. Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании, потому что об этом уже говорилось, много раз показывалось. Просто я вам показываю, насколько это реально. Это реально, да. Оружие может быть ядерным, термоядерным, каким-то энергетическим, даже метеоритным, кометным. То есть, что бы туда ни запустили именно по Северному магнитному полюсу, как раз по долине пирамид, которая держала этот Северный магнитный полюс. Разрушение этой долины пирамид как раз привело к тому, что якорь пропал, и Северный магнитный полюс ушел. Ушел как бы в другое место, в Америку ушел, он перестал держать Дарью, и Дарья начала погружаться. Но для того, чтобы это подтвердить, могу вам напомнить, что это не один такой взрыв нам известен. Тунгусский метеорит, который тоже никто не знает, что там взорвалось, был примерно в третьем этой мощности. Но факт остается фактом. Тогда еще официально не было никакого ядерного, термоядерного оружия, а подобные взрывы происходили. Это я к чему? К тому, что осталось подтвердить наличие пирамид в этой местности, потому что воронка в земле еще ничего не доказывает. Из-за того, что я там пока побывать не смог, я надеюсь, в ближайший год-два это произойдет, я взял видео людей, которые там все-таки побывали, они в этой воронке ловили какую-то рыбу, и уже на подлете к этой воронке можно видеть вот красная стрелочка, как раз пирамидальные структуры. То есть люди, которые там приезжают ловить рыбу, насладиться природой, не хотят наблюдать как раз остатки этой долины пирамид, потому что удар был все-таки не маленький. И подобных структур там множество, люди снимают, фотографируют. Это озеро с трудновыговариваемым названием, но там же рядом целая долина. Кстати, это самая высокая местность того региона, она примерно на 500 метров выше уровня современного океана. И
когда люди путешествуют по этой долине, она примерно 60 квадратных километров, то есть не маленькая такая. Видны вот такие вот ровные стены в этой долине. То есть видны остатки ступенчатых пирамид. И мне больше всего нравится это видео, все ссылки, как всегда, на материалы в описании, где видна вот справа четко видна ступенчатая пирамида искусственная. То есть это не просто там игра природы, то есть искусственно кто-то сделал ступенчатую пирамиду. И не одну. Потому что и видео, которые там люди путешествовали, и фотографии, которые мне люди, местные жители, присылали, показывают там множество больших и малых пирамид. То есть были пирамиды, которые работали с энергиями Земли, а были именно пирамидальные структуры, именно что-то типа курганов, где были похоронены императоры Тартари. Вы просто представьте, какое колоссальное количество данных ожидает новых исследователей и какую настоящую историю мы сможем узнать. Потому что все эти пирамиды там присутствуют, их масса. То есть и часть из них это захоронение императоров прошлого на протяжении сотен, а может даже тысяч лет. То есть это колоссальный объем информации, но пирамиды там существуют, да, действительно. Фотографии, люди подтверждают это. Хотя они ехали совершенно по другим причинам, но мы видим то, что ищем. То есть долина пирамид найдена, она существует, и я надеюсь, повторю, что в ближайший год-два удастся собрать туда экспедицию и проверить это и самому. Поэтому, если у вас есть дополнительные материалы, присылайте. Но факты показывают, что действительно там масса подобных больших и малых пирамид, часть из которых курганы, часть из которых захоронения императоров. И эта долина существует и в наше время, да, в поврежденном варианте. Да, может не работающая так, как она работала когда-то, но факты об этом говорят. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив, и быстро из гарантии от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Этот же сценарий подтверждает и поведение Северного магнитного полюса. Потому что, опять же, вот красной стрелкой я выделил 1632 год. То есть наука что-то знает, да, там почему-то он сместился, этот полюс, почему никто не говорит, но факт остается фактом. Полюс стал назад возвращаться к территории современной России. То есть уже это не получится скрыть, потому что происходят глобальные изменения. Такое ощущение, что как бы природа отыгрывает назад то, что было 400 лет назад. И этот полюс обратно идет к территории России, но теперь уже к территории архипелага Новая Земля. Может, там кто-то и включил какую-то другую пирамиду. Это не исключено. Все это приводит к тому, что, как первый раз заявил Кунгура, по крайней мере, я это увидел у него, про Дарью, которая поднимается из глубин. Это карта Яндекс 2016 года, где мы видим, что в Северном море, оказывается, начинает зеленеть какие-то пространства. Ну, кто-то скажет, ну, в Гугле этого нет, может, это какой-то там фейк, какая-то там сбой компьютерной программы. А этот сбой компьютерной программы, он подтверждается фактически. То есть официальные экспедиции были проведены и открыли новые острова. Вот это как выглядит в реальности. Вот этот остров в море Лаптевых, который они назвали Яя. Это событие официально подтверждено участниками экспедиции на российском исследовательском судне «Адмирал Владимирский». То есть таких изменений им пришлось вносить десятки. Опять же, острова появились в районе Новой Земли, изменились проливы, мысы. То есть то, что было 100 лет назад,
рельеф сильно изменился. Ну, они называют причину таяния ледников, конечно, не замечают того, что возвращается магнитный полюс назад, и, скорее всего, назад возвращаются территории, которые раньше были скрыты водой. Потому что, опять же, меняются водные потоки, меняются энергетические потоки, меняется и погода. Она становится теплее, у нас теплеет. Как раз то, что было и раньше. У нас не было вечной этой мерзлоты. Ну, я думаю, руководство России что-то об этом знает, потому что перед вами вот карта, где показано военное строительство как раз в северной зоне. Такое ощущение, что готовится не только защищать там северный путь, новый торговый, открывшийся ото льдов, но и новые территории. А ведь это наши исконные территории, это наша прародина. И кто будет контролировать Северный полюс, тот будет контролировать весь мир. Поэтому 20 век пройдет, скорее всего, под эгидой борьбы за ново открывшиеся территории именно в северных широтах. Но вернемся к нашей катастрофе, потому что вот эти события середины 17 века, их множество, цунами, извержения вулканов, эпидемии, то есть все, что происходит при глобальной катастрофе по всему миру, какие-то афтершоки, то есть последствия этой катастрофы, эпидемии, цунами, то есть все это зафиксировано, причем в очень короткие сроки, там дается срок пару лет, но и приходится тот же пик похолодания. Конечно, если утонул целый континент, прошла глобальная катастрофа, конечно, произойдет и похолодание, и, скорее всего, эта катастрофа стала не просто так. Как вы видели, она имеет, скорее всего, именно техногенный характер, то есть это итог какой-то войны. Не просто бац, кто-то захотел и бахнул по этой долине пирамид. Это итоговое состояние какой-то войны, чтобы не дать получить цивилизации того времени, которую мы называем моголо-тартарской, а фактически это и были те же славяне, и был нанесен этот удар. Кем, когда, это вопрос открыт, но факт остается фактом. Удар был, Дарья пропала, утонула, был глобальный потоп, это все отображено, все это прочувствовали на себе, но понять мы можем это только сегодня, в результате вновь открывшихся данных, в результате того, что все возвращается на круги своя, и мы видим этот механизм катастрофы. Механизм, как я говорил, простой. Вот по зеленой стрелке наносится удар, 110-120 мегатонн, оружие вполне подъемное даже для нашей цивилизации. Северный полюс красной стрелкой и кружком обведен, он уходит куда-то в сторону Америки, потому что его держали как бы там насильственно, скажем честно. Якорем как раз служила эта долина пирамид. Если уходит Северный полюс, изменяются вот это энергопотоки и водные подземные потоки, и целый континент Дарья начинает погружаться под воду, он красными стрелками обозначил, начинает затягивать воду из Тихого океана и Атлантического, плюс в то же время начинает выдавливать воду из-под земли. Вот же что происходит. И куда этой воде идти? Она идет на сушу. Ну, в районе долины пирамид, где начался этот процесс, ну, лично мной была зафиксирована высота волны от 400 до 500 метров. Это изначальная была волна. Представьте, то есть, да, это не была чистая вода, это, скорее всего, была вода, метангидраты, глина, песок, потом пошел плодородный слой, деревья, то есть все это начало смывать подчистую. Насколько это была гигантская масса воды? Ну, посмотрим. Северный Ледовитый океан, площадь примерно 15 миллионов квадратных километров. Средняя глубина 1220 метров. То есть Дарья занимала, ну, примерно половину этой площади. Плюс горы над водой. То есть она на площади примерно 7-8 квадратных миллионов километров начала выдавливать столб воды высотой до 2000 метров. Ну, понятно, что это не сразу происходило, поэтому сама первоначальная волна была где-то метров 400-500. На какое протяжение? Ну, вот, можно посмотреть, какие массы воды пошли на континенты. То есть, а массы, мягко говоря, не маленькие. Плюс, опять же, современные ученые доказали, что под землей воды от 4 до 20 раз больше, чем в мировом океане. Как раз эта вода и поддерживает этот континент, скажем так, на плаву. Энергопотоки плюс вода. И как раз Дарья начала тонуть, все, эти метангидраты, вода, все, оно пошло на континенты. То есть
под землей воды не просто много, а очень много. Она и послужила как раз тем фактором, который нам недостает для того, чтобы потоп приобрел именно масштабы глобального. А вместе с водой на сушу пошли и метангидраты. Потому что та же Кольская сверхглубокая показала, что на больших глубинах были обнаружены гигантское количество метана. То есть метан в огромных концентрациях. Но этот метан не только на больших глубинах, но и не очень больших глубинах. То есть это метангидраты так называемые, которые в морях содержатся, которые под землей есть. И они характерны тем, что имеют очень низкую температуру. То есть отсюда этот, мягко говоря, не водяной поток, а пошел фактически такой селевой поток, где все было перемешано. Перемешано, как я повторяюсь, и метангидраты, и вода, и глина, и песок, а потом пошла и почва, плодородный слой, растения, животные. То есть все это пошло на континенты. И это доказывает современное состояние как раз суши. Как я всегда обращал внимание, когда видят много дырок в земле, все начинают кричать «караул», это все разбомбили из космоса. Не замечая простой факт, а факт такой, что бомбили только долины. А горы, которые тут же рядом находятся, они остаются целыми. Ну, как вы понимаете, такого быть просто не может. А может быть, если это как раз идет поток с метангидратами, с водой, то есть это все перемешивается. И в итоге в наше время, когда температура начинает потихоньку подниматься, солнце пригревает, этот метан и выходит на поверхность. То есть вот эти все дырки, все эти болота, это не что иное, как выход метана. Как раз из-под земли, который принес потоп, плюс как раз то, что погибло. Сначала это все замерзло, ну, со временем начало потихонечку оттаивать. Я же говорю, а то, что горы целые, то, что, как вы видите, здесь все долины, именно долины в дырках. Никакая гора не имеет этих дырок. То есть это не бомбежка сверху, это выход газов снизу. Это мы смотрим как раз Камчатку, как раз Чукотку, то есть то, где все это началось. И мы опять же видим вот синяя стрелка, то есть дырки есть только по долинам. Все горы целые, никаких дырок в горах таких-то не существует. Это озеро Байкал, гигантское количество метана, которое выходит из-под земли, скорее всего, может быть, которое принесла и предыдущая катастрофа. А может как раз выход именно метана из-под земли с больших глубин. Почему? И делает это уникальным тоже озеро Байкал. То есть в современном мире это смотрится, например, вот так. Когда синяя стрелка я выделяю тот пузырь, который не лопнул. Ну, это и есть выход метана из-под земли, из небольших глубин причем. Как раз то, что было принесено потопом. То есть в современном мире эта водичка нагревается, все это нагревается, образуются подобные пузыри, которые раньше лопались, из-за чего образуются вот такие вот болота. То есть гигантское количество болот в России, не что иное, как раз как воздействие этого метана. Как раз направлены все эти болота в одном направлении, потому что солнце летом пригревает, и они взрываются в том месте, где выход этого газа происходит. И происходят такие озерца. То есть, когда мы видим карту болот современной России, мы видим, что все они тяготеют к Северному Ледовитому океану. И именно причина как раз и есть именно потоп. Потоп с метангидратами как раз, которые сейчас выходят от нагрева. От нагрева. Вот подобная карта распространения болот в России. Она более подробная. И здесь больше видно те территории, которые пострадали от подобной катастрофы, от наводнения. Видно колоссальные размеры этих территорий. И видно, что потоп фактически затронул, наверное, 90% территории современной России. Так или иначе. То есть, конечно, потери были колоссальные. Они ощущаются и сегодня так называемой вечной мерзлотой на поверхности. Опять же, повторяю, изучение этого вопроса показало, что так называемая вечная мерзлота не такая уж и вечная. По крайней мере, поверхностному слою всего-то 400 лет. И его действительно можно, если провести дегазацию, то, скорее всего, можно удалить не только поверхностную, вечную так называемую мерзлоту, которая тает в наше время, но и реликтовую,
ту, которая образовалась в предыдущую катастрофу, которая была-то всего-то 13 тысяч лет назад. То есть это все у меня есть в видео, ссылки на материал, как всегда, будут в описании. То есть плюс образовался так называемый полюс холода. Я, например, красной стрелкой выделил там, где стоит долина пирамид. Каждый спросит, а почему тогда полюс холода в другом месте? На самом деле все логично. Все, кто сталкивался с тем, как бьет молния, могут прекрасно сказать, что если молния ударила в землю в одном месте, то разрядиться этот заряд, который она несла, может совершенно в другом месте за десятки километров. Пройти, например, по кабелю и разрядиться в какой-нибудь трансформаторной подстанции. То же самое мы видим и на Земле. То есть удар был по долине пирамид, он был энергетический. Откуда эта энергия была получена? От взрыва кометы, от взрыва астероида или оружия? Это вопрос открыт, пожалуйста, надо изучать. Но факт в том, что энергия прошла как по волноводу по этим силовым линиям Земли и разрядилась в определенном месте. Образовался полюс холода. Вот он на картах ветровых. Видно, что ветра там практически нет. То есть там очень холодно, но ветра нет. Такое ощущение, что как раз нарушена энергетика Земли. Как раз в этом месте на больших территориях произошла эта разрядка под землей этого энергетического заряда. Да, это мое мнение. Но факт остается фактом. Этот полюс холода находится, мягко говоря, не на северном полюсе, а совершенно от него удален. То есть очень похоже, что он сделан искусственно, потому что в Гренландии есть похожий полюс холода, который как раз и образовался по тем же легендам 13 тысяч лет назад, в той катастрофе, в которой погибла Атлантида. То есть это есть. И что мы имеем? Мы имеем на середину 17 века подобные карты, когда картографы вдруг перестают изображать города. И теперь нам понятно, почему такое чудо происходит. Для начала люди хотели хотя бы восстановить континенты. А что же с очертаниями континентов, морей? Ведь они изменились. Про города и говорить нечего, потому что все они тоже пострадали. То есть огромные территории были затоплены, так или иначе пострадали от этого глобальной катастрофы. Например, на этой карте я выделил красными стрелками те места, которые изменились. Я не буду вам показывать их в этом видео, потому что я уже много раз их показывал. Ссылки на материал, как всегда, будут в описании, в итоговом видео. Но даже человек, который первый раз смотрит, он может оценить масштаб изменений. То есть я просмотрел как раз 100 лет карт, грубо говоря, начиная с 15-16 века до 18 включительно. И все эти изменения показал, как изменился мир. То есть потоп, это не был какой-то региональный потоп. То есть пропала Дарья, изменилась Камчатка, изменилась Северная Америка, изменилось Каспийское море. Пропал самый большой город в Китае, изменилась Африка. Как раз пострадала и Южная Америка, Австралия, Африка, тоже южная. Все это изменилось на картах, пропали десятки и сотни городов. То есть мир прошлого был фактически уничтожен. Кому интересно более подробно, пожалуйста, переходите. В конце видео будут заставки с видео, которые и будут рассказывать более подробно все предыдущие материалы, все эти изменения, где были все это показано, как изменялась биосфера, как изменялись карты, и что это, к сожалению, скорее всего, в 17 веке и произошло, глобальная катастрофа. Давайте делать выводы. На картах 17 века существует северный континент, легендарная прародина человечества Даария, именно поднятие этого континента из глубин и последующего затопления привело к так называемому малому ледниковому периоду, который наблюдался с 12 по 18 век, и глобальной катастрофе, которая произошла в 17 веке. Дарья поднималась из-под воды постепенно в течение десятков или даже сотен лет. Происходило это благодаря тому, что при помощи долины пирамид на Чукотке удалось зафиксировать северный магнитный полюс, и с помощью энергии самой Земли и перераспределения водных и подземных потоков происходил подъем земель Даарии над водой. Именно после середины 17 века по всему миру пропадает масса городов и изменяются очертания многих береговых линий и целых морей. Также меняется и биосфера, пропадают многие виды биологических видов, известные ранее. С очень большой долей вероятности можно утверждать,
что причиной глобального потопа 17 века стал как раз направленный энергетический удар 100-120 мегатонн по якорю Северного полюса того времени до линии пирамид современной Чукотки. Энергетический удар привел к тому, что долина пирамид была повреждена и не смогла больше удерживать Северный магнитный полюс, который в свою очередь перестал удерживать Северный континент над поверхностью воды, и он начал снова погружаться и вытеснять гигантские массы воды и метангидратов из-под земли, что и привело к глобальной катастрофе 17 века. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.